Всем привет! Трудно найти более узнаваемую и такую родную для харьковского сердца архитектурную конструкцию в нашем городе, чем зеркальная струя. Любимое место для встреч харьковчан, фото для новобрачных, изображения на открытках и сувенирах, которые ни с чем не перепутаешь. Место, где расположен самый узнаваемый харьковский фонтан, до конца XVIII века считалось городской окраиной. Поэтому на нем находилось кладбище, при котором возвели кладбищенскую деревянную часовню. Еще ее называли Мироносецкая церковь, первое упоминание о которой датируется 1701 годом. В 1783 году на месте деревянной церкви была построена каменная. В 1792 году в связи с разрастанием городских кварталов кладбище на территории церкви было снесено. В 1813-1819 годах церковь была существенно перестроена и расширена, и затем еще перестраивалась на протяжении XX века. В 1909-1911 годах к церкви была пристроена колокольня, вторая по величине в Харькове после колокольни Успенского собора. Церковь была снесена 11 марта 1930 года. Советские власти планировали на ее месте построить здание театра массового музыкального действия, в котором бы совмещались цирк, театр и кинотеатр. Но после первоначальные планы так и остались планами. В результате на месте образовавшегося пустыря в 1930-е годы был организован троллейбусный парк под открытым небом. По одной из версий, основанной на воспоминаниях бывших партийных работников Харьковского обкома партии, история сооружения фонтана связана с тем, что в конце 1940-х годов в Харьков приехал первый секретарь ЦК Компартии Украины Хрущев. В кабинете главы Харьковского обкома партии Виктора Чураева Хрущев выглянул в окно. Троллейбусный парк ему не понравился, и он высказал Чураеву свои претензии. Хрущев потребовал в ближайшее время навести порядок и построить что-то красивое и культурное. Страна еще не могла оправиться от разрушений войны, поэтому за неимением средств был разбит сквер Победа. Харьковчане, кстати, сразу прозвали этот процесс осквернением города Харькова, решение разбивать парк и скверы в местах наиболее разрушенных зданий. Чураев думает над архитектурным решением этого места. Предлагаются классические обелиски, памятники, но это все не то. Тогда, по легенде, Чураев решает возвести нечто, что будет напоминать ему о заветной любви, прямо под окнами своего кабинета на улице Мироносецкая, 1. К исполнению был принят проект, который представляли архитекторы Касьянов, Корж и Маяк. И в октябре 1947 года беседка с фонтаном открывается для харьковчан. Харьковская зеркальная или стеклянная струя полностью повторяет проект аналогичного сооружения в Кисловодске, в котором она называется «Альтанка». Изначально фонтан именовался именно «Стеклянная струя», но с легкой руки харьковских журналистов начала 2000-х годов постепенно укоренилось название «Зеркальная струя». Рядом с фонтаном был сооружен бассейн, который сначала был обнесен простым кирпичным забором, а в 1970-е годы его заменили на гранитный. Юрий Гуровой, председатель Харьковского горисполкома в 1969-1976 годах, сообщил о фонтане «Стеклянная струя». Если харьковчане помнят, какое название было у парка или сквера Победы, как мы привыкли его называть, это «Альтанка» и «Стеклянная струя». Называлась по имени первого секретаря обкома партии Бахчичураевская струя. Харьковская «Альтанка» была совершенно непонятной с точки зрения советской идеологии и поставленной задачи. Памятник войне и вдруг лирическая беседка для отдыхающих, даже несмотря на то, что первоначально ее венчала красная звезда. В жизни Виктора Чураева не было места искусству, но по роду своей партийной деятельности должен был посещать школьные вечера.
По легенде, на одном из таких вечеров он из коридора услышал женское пение, очаровавшее его своим голосом. Когда он к тому же увидел прелестное создание, издававшее эти звуки, он влюбился в школьницу. На тот момент у Виктора Чураева уже была жена и дети. Да и роман еще и с несовершеннолетней школьницей. Тем не менее, их отношения как-то развивались. Девушка окончила школу, филфак и вышла замуж. По слухам, Чураев неоднократно спасал ее мужа в годы репрессий. Когда началась война, она не смогла бросить тяжелобольных родителей и отказалась от эвакуации. Чураев, конечно же, уехал и не знал об участи своей возлюбленной. Ей повезло выжить в оккупированном немцами Харькове. Как только освободили город, Чураев одним из первых въехал в него в сопровождении 2 солдат с листовками. Он был первой городской властью, которая появилась 23 августа в освобожденном Харькове. Уже после войны Чураев достал для своей любимой путевку на отдых в Кисловодск. Оттуда она ему прислала письмо и фотографию беседки, а сзади на фото было написано ее рукой: «Вот место, где я хотела бы пребывать вечно». Чураев снарядил в Кисловодск архитекторов, и в Харькове вскоре появилась похожая беседка, приуроченная к увековечиванию памяти павших воинов и победы. Валентина, так звали возлюбленную Чураева, всю жизнь хранила его письма, и на их основе был поставлен спектакль «Соло для камертона», который шел на сцене дома актера. Сам Чураев вскоре исчез. По одной из версий, его якобы расстреляли за перерасход государственных средств и потакание прихоти любовницы. Благодаря именно любовной истории и своей жизни Владимиру Чураеву удалось воплотить задуманное в реальность. По другой версии, Чураева вовсе не расстреляли. По неизвестным нам обстоятельствам учли, наверное, его заслуги. Назначили на еще более высокую должность. Он проживает длинную жизнь, как и его возлюбленная. А в память об их вечной любви стоит самый узнаваемый прекрасный памятник, неоспоримый символ Харькова в самом сердце нашего города. В 2007 году была проведена масштабная реконструкция памятника архитектуры и визитки нашего города. В результате было установлено 137 форсунок, 2 установки искусственного тумана, 135 прожекторов. Чаша фонтана вмещает 350 тонн воды. Ее облицовали плиткой, а стены – мрамором. После работ по реконструкции фонтана он преобразился до неузнаваемости и стал еще более прекрасным и любимым.
Друзья, любите и цените свой город. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Алекс Моторный.